Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам связать вот такую пушистую милоту. Смотрите, какая это красивая игрушка. Так выглядит сзади. Такой приятный, красивый клубочек меха. Для этой игрушки я использовала покупной набор личика. Туда входило ручки вот такие и стопы. Покупала я его на AliExpress. Купила и не знала, как присоединить голову с пушистой вязаной частью. И в этом мастер-классе я хочу поделиться своим способом, как можно присоединить голову к меховой части, чтобы не было видно этого присоединения. Видите, возле головы ничего не видно. И далее как вязать такую пушистую красивую игрушку. Если замерять вместе с ушками, то получается сантиметров 19. Такая красота. И далее я буду еще рассказывать и показывать, какую использую пряжу. Ну и хочу еще сказать, что я использовала такой мех из AliExpress. И у меня ушло один моток. Ушел на ножки, ручки, голову и одно ушко. А вот на второе ушко у меня уже не хватило пряжи, потому нужно покупать два мотка. Тогда вам точно хватит. Или если один моток, то делать ушки немножко меньше. Я показываю в мастер-классе, как можно сделать ушки медвежонка, а я сделала ушки зайчика. И у этой игрушки получается, мы вывязываем отдельно голову, присоединяем с личиком, вяжем ручки, вяжем ножки, соединяем в туловище, ввязываем ручки, далее туловище пришиваем к голове и вяжем ушки и пришиваем. И получается вот такая пушистая милота, красота. Давайте вместе с вами свяжем такую красоту. Для своей новой игрушки я буду использовать вот такой набор, вот такое личико. Так, две детали нужно будет вставлять друг в друга. Ручки, ножки и для них заглушки. Этот набор я купила на сайте AliExpress, заказывала. И вот такую меховую пряжу, которую тоже приобрела на AliExpress. И вязать крючком буду 4 миллиметра. Пряжа вот такая толстенькая и очень пушистая. И еще я буду использовать пряжу Alize Cotton Gold в 100 граммах 330 метров. И крючок возьму 2 миллиметра. Сразу нужно полухлопковой пряжи обвязать вот такую голову, для того, чтобы можно было зафиксировать две детали вот так, чтобы они не болтались. И для этого набираем, так как у нас голова овальная, нужно вязать по овалу. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик. Далее еще 3 столбика. 1, 2, 3. Всего получилось 4. В последнюю воздушную петлю ввязываем 3 столбика без накида. 1, 2,
3. Разворачиваем вязание и вяжем по обратной стороне. 3 столбика. 1, 2, 3. В последнюю воздушную петлю провязываем прибавку. В первом ряду 12 столбиков. Переходим на второй ряд. Начинаем с прибавки. Одеваем маркер. Далее 3 столбика. 1, 2, 3. Довязали до 3 столбиков, которые вывязаны из одной воздушной петли. И повторяем 3 прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка и третья. 3 столбика. 1, 2, 3. 2 прибавки подряд. Первая и вторая. В конце второго ряда 18 столбиков. Третий ряд. 1 столбик. Прибавка. 3 столбика. 1, 2, 3. И здесь 3 раза повторяем 1 столбик, прибавка. 1 столбик, прибавка. Первый раз. 1 столбик, прибавка. Второй раз. 1 столбик, прибавка. Третий раз. 3 столбика. 1, 2, 3. И повторяем 2 раза 1 столбик, прибавка. 1 столбик, прибавка. 1 столбик, прибавка. В конце третьего ряда 24 столбика. Как вы видите, получается вот такой овал. Будем продолжать еще дальше вязать. Вот его прикладываем к нашей голове игрушки. Получается вот так. Если у вас другой диаметр игрушки, размер, у меня получается по сантиметрам, вот если без заклепки, как вам показать, вот так давайте, то получается 5 сантиметров, вот без этих заклепок. Если у вас вдруг больше или меньше еще размер, то вам нужно регулировать вот это вот количество воздушных петель в середине, провязывать их или больше, или меньше, для того, чтобы увеличился овал вот в размерах, в длине. Четвертый ряд. 2 столбика. 1, 2. Прибавка. По центру 3 столбика, как обычно. И теперь 3 раза повторяем 2 столбика, прибавка. 2 столбика, прибавка 1 раз. 2 столбика, прибавка второй раз. 2 столбика и прибавка третий раз. Сделали закругление. Снова 3 столбика по центру.
И 2 раза повторяем, 2 столбика, прибавка, 1, 2, прибавка, 1, 2, прибавка. В конце 4-го ряда 30 столбиков. 5-й ряд, 3 столбика, 1, 2, 3 и прибавка. 3 столбика по центру, 1, 2, 3. Повторяем 3 столбика, прибавка 3 раза. 3 столбика, прибавка. 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. Теперь по центру 3 столбика, 1, 2, 3 и повторяем 2 раза 3 столбика, прибавка, 1, 2, 3, прибавка, 3 столбика и прибавка. Теперь вот маркерами я отметила места, где нужно провязать воздушные петли, чтобы сделать такие петельки, вот как для вот этих ушек. Вот наглядно вам показываю. Вот здесь как раз будут располагаться ушки, петелечки. Вы смотрите по своей вот форме головы. Возможно, вам нужно сделать немного в других местах. И если у вас, например, больше размер, то вы еще провязываете овал, делаете больше, а только потом начинаете делать эти петельки. И это 6-й ряд. Вяжем до маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Теперь набираем 3 воздушных петли, 1, 2, 3. Петельки не стягиваем и пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3 и в 4-й, еще раз показываю, 1, 2, 3, в 4-й столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, убираем маркер, 16. 3 воздушных петли, 1, 2, 3. Это начало следующего 7-го ряда, 1, 2, 3, 4-й, вот. И смотрите, как за вот эти петельки одеваем на
ушки, так скажем. И вот как оно все выглядит. И теперь будем далее обвязывать. Седьмой ряд. Так, петелька немного растянулась, я ее перевяжу. Седьмой ряд. Здесь делаем увеличение тоже. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 3 столбика. 1, 2, 3. И повторяем 3 раза 4 столбика, прибавка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Первый раз. 1. Дошли вот до воздушных петель. Можно или в воздушную петлю. Вот. 2, 3, 4. Прибавка. Второй раз. И 1, 2, 3, 4. Прибавка. Третий раз. 3 столбика. 1, 2, 3. И повторяем 2 раза. 4 столбика, прибавка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. В конце седьмого ряда получилось 42 столбика. Вот я одела. Вот так все смотрится. Теперь будем вязать 8 ряд. В 8 ряду будем вязать 42 столбика и только вот за заднюю стенку. Если вам, например, кажется, что еще маловато или как-то будет стянуто, вы можете взять крючок 2,5, немножечко побольше. Я буду продолжать вязать крючком 2. Можно снимать, можете вязать на голове. И вот так вяжем за заднюю стенку. Вот что получается. Теперь будем вязать 9 ряд. Тоже провязываем 42 столбика, только уже за обе стенки. Вяжем свободно, не стягиваем. Снова повторю, если у вас получается слишком стянутый, возьмите крючок немного больше. После 9 ряда вот обвязка выглядит вот так. Теперь 10 ряд. Тоже обвязываем 42 столбика. Вяжем их самостоятельно до маркера.
Вот так получается после 10 вот столбиков. Вот как у меня смотрится все. После 10 рядов. И теперь вот 11 ряд. Нужно немножечко вот провязать поплотнее, чтобы прилегало к голове. Вы смотрите по своей плотности вязания, достаточно ли вы провязали. Я вот буду делать соединительные как столбики. Если вот где нужно, вот смотрите, на голове в нижней части у меня достаточно, в верхней части вот немного маловато. Я вам сейчас покажу, чтобы немного увеличить вверху. Значит, в верхней части я буду провязывать столбиками без накида. Если нужно, можно сделать вот убавление. Вот я сделала убавку. Здесь уже регулируйте самостоятельно по своей плотности вязания, как у вас получается, чтобы обвязать последний ряд, чтобы это было более плотно. Так как нам нужно будет защелкнуть, одеть эти две детали вот так, и здесь должен остаться край, для чего мы это все обвязывали, чтобы было за что пришить нашу меховую деталь. Вот дошли до разворота. Здесь тоже по бокам можно вот сделать убавление. В этой части уже вот достаточно провязано. Здесь я перехожу на соединительные столбики. И по нижней части головы тоже смотрите, тоже можно обвязать соединительными столбиками, так поплотнее. Если вам не нужно обвязывать, то можете оставить так, уже не обвязывая. Видите, уже вроде бы многовато. Можно убрать. Вот. Убавление тоже можно делать на соединительных петлях. Вот пропускаем один столбик и следующий. Так, вот теперь уже более плотно. Теперь эту ниточку можно отрезать, ее спрятать. Если хотите, то можно еще приклеить вот эту часть. У меня есть такой клей, и можно вот на него приклеить, если хотите, чтобы более вот так держалась на голове. Теперь нужно взять нашу заклепку, голова, и вот одеть. Оно будет одеваться плотно. И вот плотно оделась. Теперь уже голова не болтается.
она зафиксирована очень хорошо. Для этого мы сделали с вами вот такую обвязку головы, чтобы вот оно хорошо никуда голова не западала. Вот видите, оно не болтается. И теперь вот в некоторых местах у нас вот больше осталось, здесь вот меньше. Когда будем привязывать вот меховую часть, пришивать, то здесь можно будет вот так немного отвернуть и пришивать вот за внутреннюю часть. Вот так. Теперь берем меховую пряжу, крючок 4, напоминаю, миллиметра, и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида, одеваем маркер, 2, 3. В последнюю воздушную петлю ввязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Мы вяжем на вот с изнаночной стороны, красивый получается мех. Внутри вот получается так, потому этот хвостик вот наперед к себе. И провязываем 2 столбика. Так, сейчас 1 и 2. Вот, и в последнюю воздушную петлю вяжем прибавку. 1 столбик и сюда же провязываем второй столбик. Вот, в первом ряду у нас 10 столбиков. Второй ряд. Ну, как вы видите, столбики здесь практически не видны. Вязать вот нужно так на ощупь. Вяжем прибавку. Теперь 2 столбика. 1, 2. Теперь 3 прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка и третья прибавка. 2 столбика. 1, 2. 2 прибавки. Первая прибавка и вторая прибавка. В конце второго ряда получилось 16 столбиков. Получается у нас вот такой овал. И теперь третий ряд. Все вяжем по принципу, как вязали из полухлопка овал. Провязываем 1 столбик. Далее прибавка. Теперь 2 столбика. 1, 2.
И повторяем 3 раза, 1 столбик и прибавка. 1 раз, 1 столбик, прибавка 2 раз, 1 столбик, прибавка 3 раз, 2 столбика, и повторяем 1 столбик, прибавка 2 раза, 1 раз и 1 столбик, прибавка 2 раз. В конце 3-го ряда 22 столбика. 4-й ряд, вяжем 2 столбика, 1, 2, прибавка, 2 столбика, 1, 2, повторяем 3 раза, 2 столбика, прибавка, 1, 2, прибавка, 1 раз, 2 столбика, 1, 2, прибавка, это 2 раз, 1, 2, прибавка, 3 раз, 2 столбика и повторяем 2 раза, 2 столбика, прибавка, 1, 2, прибавка, 1, 2 и прибавка. В конце 4-го ряда получилось 28 столбиков. Берите вот голову, прикладывайте и смотрите, если вам 28 столбиков с вашей плотностью вязания достаточно, то далее продолжаете вязать ровно по 28 столбиков. И я буду еще делать прибавки. Это 5-й ряд. Начинаю с прибавки. Далее вяжу 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 и 12. И вот получается со второй стороны я тоже сделаю одну прибавку. И довязывая 12 столбиков, в конце 5-го ряда будет 30 столбиков. Вот закончили вязать 5-й ряд. Берем вот так, прикладываем голову. И вот так теперь я вижу, что будет достаточно. И 6-й ряд буду вязать 30 столбиков. Довязывая до конца ряда. Вот довязали ряд, снова берем голову, прикладываем. Видите, как она хорошо сюда утопает.
И теперь 7 ряд тоже провязываю 30 столбиков. Довязывайте до конца ряда. Довязали 7 ряд. Снова вот так смотрим. Вот здесь уже смотрите сами, или еще один ряд довязывать, потому что нужно положить наполнитель, потом ложим вот голову, и вот как бы хочется провязать еще один ряд, потому я буду провязывать еще 8 ряд столбиками без накида. Это будет еще 30 столбиков. Вот довязали 8 ряд, положили немного наполнителя, и вот так мне нравится больше. Получается такая голова. Эту нить можно отрезать, и теперь нужно пришить эту шубку вот к полухлопковой пряже. Для пришивания я беру пряжу Alize Cotton Gold, вот, и буду пришивать. Так, оставлю хвостик, чтобы потом можно было связать на 2 узелка эту пряжу. Так, маркер уже можно снимать. И вот буду пришивать. Как я и говорила, вот за внутренние столбики, вот, ниточку подтягиваем. Стежки там, где меховая пряжа, я делаю небольшие. И вот так аккуратно пришиваю. Так как у меня здесь вот не закреплено, вот видите, когда все подтягивается, здесь вот меховая пряжа все будет прятать. И не забываем дозаполнять наполнителем. И вот смотрите, пришила уже меховую часть к голове. Нигде ничего не просматривается, ничего не видно. Но вот в нижней части, видите, вот так мех пушистый, а верхний нет. Потому что внизу я вот иголочкой вот так распушила, потому что где-то мех примялся от того, что мы пришивали ниточкой. И нужно вот так взять и все распушить иголочкой. И тогда будет вот такое все пушистое, красивое. Вот достали все волоски и посмотрите, какой мех стал пушистый. Все получилось очень красиво. Свяжем ручки, набираем 2 воздушные петли и делаем так, чтобы вот первая воздушная петля была не затянута, свободная, так как ее нужно обвязать и вставить вот такую ручку. И обвязываем
6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Этот хвостик в середину и 6 столбик. Вот провязали 6 столбиков. Второй ряд тоже провязываем 6 столбиков. Вяжем их до конца ряда. Вот провязали 6 столбиков. Теперь берем ручку. Ее нужно вставить вот до вот этих пор, так как там нужно защелкнуть потом застежку. Вот вставили. Хочу вам показать. Вот видите, так. И теперь берем заглушку и защелкиваем. Вот оно хорошо защелкнулось и никуда теперь не денется. Вот как смотрится. Продолжаем вязать. Третий ряд тоже провязываем 6 столбиков. Четвертый ряд тоже провязываем 6 столбиков. Вот провязали, получилась такая ручка. Берем совсем немного наполнителя и наполняем наполнителем. И теперь снимаем маркер. И пятый ряд уже вяжем по лицевой стороне. За обе стенки провязываем 3 столбика. 1, 2 и 3. Вот получилась такая ручка. Ниточку отрезаем и вторую вяжем точно такое же. Теперь будем вязать ножки, и в ножки вот будем вставлять такие стопы. Делаем 2 воздушные петли, только их не затягивайте, так как нужно туда провязать столбики, даже вот так растянуть эту вот первую воздушную петлю, вот и вторая, так как туда нужно вставить вот такую ножку и обвязать. И вот в серединку во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1. Так, одеваем маркер. Два. Так вяжем 6 столбиков. Вот провязали хвостик вот этот вовнутрь, так как у нас лицевая сторона будет вот этой изнаночная. Теперь можно взять ножку, и ее нужно вставлять так, чтобы она вошла вот до вот этих пор. Так сюда, так как пряжа толстая, пряжа будет находиться вот здесь, и нам еще нужно защелкнуть. Сейчас вот показываю. Вот видите, теперь берем заглушку и защелкиваем. Они очень хорошо защелкиваются, и уже никуда ничего не денется.
ножки, переходим на второй ряд. Во втором ряду провязываем 1 столбик и прибавка. Так повторяем 3 раза. И в конце второго ряда будет 9 столбиков. Вот что получается. И третий ряд провязываем 9 столбиков без изменения. Довязываем до конца ряда. Вот связали одну ножку и вторую ножку. У второй ножки вот отрезаем нить. То, что только что связали, не отрезаем. И теперь будем соединять эти ножки между собой. На стопы не смотрите, куда они смотрят, потому что они вот крутятся, вертятся, куда хотят. Так. Присоединяем пряжу ко второй ножке. Одеваем сюда маркер. Я снимаю маркер. И получается, нужно обвязать по одной ножке 9 столбиков и по второй 9. И получится в четвертом ряду 18 столбиков. Вот соединили 2 ножки. И теперь пятый ряд. Начинаем с прибавки. Сразу же одеваем маркер, потому что пряжа такая, что петелек не видно. Далее вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И снова делаем прибавку 8 столбиков. В конце пятого ряда 20 столбиков. И 2 ряда 6 и 7 провязали по 20 столбиков. Теперь 8 ряд. Нужно провязать 8 столбиков и убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот находим петельки передние и провязываем, как обычно, убавление. И так повторяем второй раз. 8 столбиков убавка, в восьмом ряду 18 столбиков. В девятом ряду будем ввязывать ручки. Я уже маркерами отметила, где будут у меня вот располагаться ручки, потому что так будет удобней привязывать. И вот в девятом ряду у меня получается, что я должна провязать вот 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. И здесь 3 столбика вместе вот с ручкой. Вот это. Один,
2 и 3. Связали одну ручку. Далее у меня получилось 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И берем вторую ручку. Вторая ручка. Маркеры убираем. Три столбика с ручкой 1, 2 и так, третий столбик. И довязываем последний один столбик. И по итогу у нас получилось 18 столбиков. Вот вместе с связанными ручками. Берем наполнитель, наполняем наполнителем. Вот, хорошо наполнили наполнителем. И вяжем последний 10-й ряд. 1 столбик и далее убавка. За передние стенки одного и второго столбика. Так повторяем 6 раз и в конце 10-го ряда 12 столбиков. И вот ниточку отрезали. Получилось такое туловище. Еще можно взять наполнитель и дозаполнять. Мех вот прижатый, он не весь, ну, некоторые с другой стороны, но чтобы его вот так достать, берем иголочкой и все достаем и распушиваем. Вот, связали голову, туловище, ручки, ножки. И вот сколько у меня осталось пряжи вот с первого моточка. Это все связано с одного мотка. Теперь вот пришивать голову к туловищу я буду пряжей Alize Softy, вот так само, как я пришивала мех к голове, так буду пришивать голову к туловищу. Вот я пришиваю полухлопковой пряжей голову к туловищу. Вот у меня осталась такая небольшая дырочка. Я беру наполнитель и еще наполняю наполнителем для того, чтобы голова не болталась, а чтобы она хорошо была, держалась и никуда не падала. И снова буду зашивать, вот, пришивать голову к туловищу. Вот как смотрится игрушка, когда сшили две детали друг к другу. И здесь тоже вот мех немного примялся. И вот так иголочкой достаем. И все будет пушистое. Ну а теперь будем вязать ушки. Берем пряжу. Делаем 2 воздушные петли.
первая воздушная петля и вторая. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, одеваем маркер, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Вяжем поворотными рядами. Сделали воздушную петлю и разворачиваем вязание. И теперь в каждый столбик предыдущего ряда, так, уберу сюда, провязываем по прибавке. 1 столбик. Теперь одеваю с этой стороны маркер, чтобы был ориентир, так как пряжа пушистая и столбики плохо видно. В этот же столбик провязываю второй столбик, прибавку. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Убираем маркер. И в последний столбик нужно провязать 11-12. Вот провязали второй ряд. Кому нравятся вот такие ушки, можно оставить вот такие ушки медвежонка. Третий ряд. Воздушная петля. Снова разворачиваем вязание, так как вяжем поворотными рядами. И провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот довязали практически до центра. И теперь вывязываем полустолбик с накидом. И из этой же петельки, из этого столбика, столбик с накидом. Переходим на следующий столбик. Провязываем столбик с накидом. Из этого столбика полустолбик с накидом. Вот такой получается вверху треугольник. И довязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Убираем маркер. И 5. Так, расправляем. И уже ушко получается вот такое длинненькое.
Ниточку отрезаем. Вот получилось такое ушко. Так вот складываем такой как дугой и будем так пришивать. И второе вяжите тоже самостоятельно ушко. Вот из одного моточка мне хватило связать еще одно ушко, второе я уже вязала со второго мотка. Ушко тоже пораспушивали иголочкой, чтобы они вот были такие пушистые. Та, что была посередине ниточкой, я ее отрезала, так как мы ее и ввязывали сразу. И теперь этот хвостик спрячу, когда уже пришью. И буду вот так прикладывать такой дугой. И поприкалываю иголочками. Вот, приколола одно ушко, потом рядышком будет второе. Такие ушки зайчика. Беру полухлопковую пряжу и буду пришивать этой пряжей. Так, за голову хвостик оставляю для того, чтобы завязать потом эту пряжу. И потом за столбики вот на ушках. Конечно, ничего на камеру не видно. Да и так тоже плохо видно. Все сшиваем на ощупь. Снова вот за столбики на голове. И за столбики на ушках. Ниточку потом будем так подтягивать и пришиваем вот такой дугой. И вот получилась такая игрушка уже с пришитыми ушками. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!